Привет всем болельщикам Virtus.pro и неравнодушным киберспорту. Сегодня особенное видео. Киберспортивный сезон окончен, и пришло время подвести итоги этого года. Мы пообщаемся с игроками нашими и узнаем, что получилось, что нет, какие у нас планы на следующий сезон. Ответим на те вопросы, которые вы прислали нам в социальных сетях, и лучшие вопросы получат подарки от нас и наших партнеров. Друзья, Новый год — это время чудес и добрых дел. Наш клуб всегда с радостью поддерживает хорошие идеи о том, как помочь другим. И сегодня я и все наши игроки одеты в специальную одежду с доброшрифтом. В описании к этому видео вы найдете ссылку, по которой вы сможете приобрести этот товар, и все деньги пойдут на помощь детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Нет Virtus.pro без доты, поэтому к нам присоединяется с сложной линией ДМ. Привет, Дим. Рад Здорово. тебя видеть. Взаимно. Год, очевидно, непростой. У тебя был очень интересный путь в 2019-м, нет, 2020-м, я уже иногда даже путаюсь в годах. Ты присоединился к Virtus.pro Prodigy. К концу года у нас уже был обновленный состав, ты уже был в основе. Мы выиграли Омега-лигу второй сезон. Начался этот год. Что тебе запомнилось? Какие победы ты считаешь хорошие? Где что-то пошло не так? Давай подискутируем на эту тему. Как ты видишь и оцениваешь вообще прошлый год? Ну, думаю, текущий завершающийся год я оцениваю как год, который должен был быть намного лучше. Но в связи с некоторыми обстоятельствами он вышел таким, какой он есть. Мы проделали определенно довольно большой и хороший, на мой взгляд, путь по исправлению ошибок к инту. И на инте мы выступили в довольно хорошей форме командной. У нас были большие ожидания на турнир, на самом деле, у каждого. И в определенном плане мы не провалились, но и при этом не оправдали лично наши ожидания, и, я полагаю, ожидания болельщиков тоже. Потому что, как сказать, мы на двух мажорах провалились, набрали реально хорошую форму конту, хорошее понимание доты, мы начали играть сильно именно как по команда в быструю и высокоуровневую доту, а не в простую, как многие другие команды. И в решающий момент, можно сказать, выстрелили себя в колено, из-за чего ряд неправильных решений привел нас к поражению. И после этого у нас происходит смена состава. А смена состава — это всегда построение команды заново. Даже если ты меняешь одно звено в команде, это звено... Это уже новая команда, да? Да, это звено нужно заменить. Не факт, что новый человек будет иметь те же взгляды на доту, какие имели вы. Потому что, очевидно, вы играете, можно сказать, в разных эшелонах. Кто-то только пришел в доту, именно, допустим, там из новичков, а кто-то уже вот играл на инте. И, очевидно, это все долгий и тяжелый процесс. В целом, я думаю, год был очень тяжелым, и каждый удар, который носит в тебе жизнь, если ты не слабак, ты обязан становиться сильнее и адаптироваться. И именно этим я и планирую заняться в 2022 году. То есть ты видишь, что ты можешь еще, то есть и как команда прогрессировать, как игрок выходить на новый уровень, какие-то барьеры преодолеть? Ну, на мой скромный взгляд, прогресс в доте, он идет на самом деле абсолютно не от кнопок, а от головы. То есть... Ты говоришь про игровой интеллект? Про дота-интеллект, мы его так называем. То есть, по сути, вот у нас есть тренер, и он может дать каждому игроку правильный вектор развития, в котором стоит развиваться. Мы очень много даже с Толяном лично про это говорим. Но, на мой взгляд, нажать кнопки может абсолютно каждый. Вот мы видим, допустим, на сцене играет Попей, и он постоянно занимает наивысшие места на турнирах в течение уже очень многих лет. Даже на этом инте Попей занимает 3-е место. Это прекрасный результат. Попей довольно взрослый человек, и у него нету там супервысокого ранга. То есть этот человек явно силен скорее не в кнопках, а именно в его интеллекте. И поэтому, я думаю, прогресс должен идти именно в этом пути, именно в этой стезе, как командой, так и личностной. А именно прогресс в плане механики, микроскилла, не думаю, что у кого-то в районе 20 лет есть с этим проблемы, если просто играть в доту. То у тебя на механическом плане, да. Плюс-минус у всех, наверное. Да, то есть я думаю, это именно те аспекты, в которых стоит думать и развиваться, именно улучшать свой геймплей. То есть, по сути, игра в дот на высоком уровне — это выстраивание своего оптимального геймплея, которое строится на нескольких тезисах, которые ты сам для себя выбираешь под свой стиль игры. Вот. Какие у тебя тезисы? Мои тезисы, наверное, самое главное — это, это на самом деле уже про доту именно, да. Слушай, если вернуться немного назад, у тебя есть там один мажор, второй инт. Как менялись либо твои тезисы, либо, не знаю, понимание игры с самой командой
между разными турнирами? Потому что, очевидно, наша интовская форма совсем отличалась Да, от да, первой и да, она второго абсолютно мажора. была другой. Ну, это на самом деле заслуга тренера, на мой взгляд, потому что именно тренер, он дал нам тезисы командной игры, определенные, так сказать, идеи изложил нам в голову, и уже мы их внедряли в свой геймплей. Поэтому, что было на первом-втором мажоре, это было абсолютно без Толяна. Там на одном мажоре мы качались, и у нас не очень хорошо вышло в связи с определенными проблемами в игровой форме, в целом командной. А на втором мажоре мы играли в активную доту, но недостаточно хорошо играли в нее. И Само поэтому исполнение. тоже. То есть концепция вам нравилась, но исполнение вам не нравилось? Да, думаю, макроисполнение у нас все равно было не самым лучшим при той идее, которую мы должны были играть. То есть, по сути, с Толяном мы тоже играли в некоторую, активную доту, но у нас было намного лучше исполнение, потому что по макро мы понимали намного больше за счет Толяна. Вот, в принципе, и есть разница. между Драфты всеми. как-то поменялись? Конечно, конечно. Под определенные идеи тебе нужны определенные герои. То есть, драфтами занимается Толян, но я знаю, что он учитывает огромное количество факторов от, допустим, скорости пуш-линий, то, что под них должна быть атака, значит, скорость должна быть в определенном ключе, так и количество, допустим, героев атаки. Если у тебя есть высокая скорость пуш-линии, но нет абсолютно никакой возможности сделать атаку под эту линию, то это тоже тебя не всем устраивает. История с Антом и проигрыш Team Spirit. Как он на тебе сказался? Или на команде в целом? То есть у меня есть свое восприятие, ощущения, но насколько это было болезненно? Потому что, мне кажется, многие, может быть, недооценивают этот матч, может, наоборот, переоценивают. Может, ничего не поменялось. Игра и игра. Ну, я могу сказать за себя, условно, я в том матче старался выложиться абсолютно полную, и при этом я старался сделать так, чтобы моя команда не чувствовала, как минимум, от меня какого-либо давления. Поэтому я, условно, там говорил все в спокойном тоне, не спамил и так далее. Ну и на драфте не спамил Толяну, чтобы его не отвлекать. Поэтому, могу сказать, я старался, сделал все, именно поэтому мне было не настолько обидно. То есть если бы понимал, что я, допустим, проиграл в своей команде матч в одиночку, там, допустим, да, или там форсил какие-то неправильные действия, то мне было бы намного обидней. И, возможно, это был бы прям очень сильный тильт. Я бы там, допустим, в инактив ушел, условно. Но я понимал, что я без шуток очень старался, и я принял это поражение и двигаюсь дальше. Вот в новом сезоне, тебе кажется, СНГ Дота как-то поменялась с точки зрения... Что ты играл в прошлом сезоне СНГ Дота, команды стали сильнее, какие-то появились новые идеи. Либо это то же самое? Да, на самом деле СНГ Дота осталась абсолютно такой же, просто изменились представители СНГ Доты. То есть сейчас просто побольше молодых я вижу именно в даже первом дивизионе. Раньше были более старые игроки. Ты это связываешь именно с тем, что все-таки посмотрели на Team Spirit, такие, сейчас, Team Spirit, в том числе и Virtus Prodigy тоже пропагандировал новую школу. Игроки из Virtus Prodigy играли, кстати, и во втором, и в первом дивизионе, так что отчасти новую школу представляют бывшие медведи. Нет, на самом деле, с чем я могу это связать? С тем, что, по сути, эти игроки, они были молодыми, они, очевидно, подавали какие-то определенные надежды, да, и в прошлом сезоне они, допустим, играли все второй дивизион. И на самом деле они просто за год просто выросли как игроки до первого дивизиона. В чем твоя философия идеальной команды? Какая она должна быть? Я знаю, что болельщики задавали вопрос, связанный с уходом Егора и Сейва. Я плюс-минус могу понять их философию, мы с ними много общались. Но в чем твоя философия? Какая команда должна быть, чтобы выигрывать турниры? Быть чемпионом International? Я думаю, эта команда должна быть прежде всего, наверное, в двух факторах. Она должна быть очень целеустремленной, каждый человек должен быть невероятно целеустремленным в этой команде и готов в моменты работы, именно, допустим, даже буткэмп работы, отдавать абсолютно все свое время и все свои усилия в этой игре. И второе, эта команда должна быть стакнута в плане личности. То есть каждый игрок должен... не должно быть такого, что одного игрока бесит другой игрок в команде. Да, потому что вас игроки должны в целом, подходить друг к другу. А по поводу Егора и Виталия, и у нас у всех остались нормальные отношения. Просто люди видят, условно, пути развития в доте по-разному, и это их право. Согласен. То есть я желаю только успеха. Это нормально. Новый сезон начался тяжело.
объективно тяжело, потому что если сравнивать там, против этого года, ну то есть у нас рекорд был 14-0. Точно, да. Сейчас мы уже отдали 2 матча. Все немного стало сложнее там, с точки зрения выхода на мажор. Где ты видишь сейчас проблемы, которые вот... Я тоже участвую в этом, да, процессе. Что нам поменять, чтобы стать сильнее? Это вопрос не внутренний, это вопрос, потому что болельщики его задают, им тоже важно понимать, с чем мы связываем, да, какие-то неудачи, что мы реально сделаем, чтобы ну, там, выйти на другой уровень. Да. Поделись ты мнением. Но если говорить по факту, мне кажется, что просто ну, у некоторых людей было ощущение, что вот нас, несмотря на новый состав, мы условно можем выигрывать просто вот ну, на скале, да? Но в текущей доте это невозможно. Чтобы выигрывать в текущей доте, ну, абсолютно любой игрок умеет бить крипов или динать крипов, да, как на лейне, так и по игре. Тебе нужно выигрывать доту именно дота-интеллектом, а не, ну, не пускать это все на самотек. А это уже трайхард, который ты должен просто это пережить даже, много. Это даже не только трайхард в плане там героев Херопула, сколько огромная аналитическая работа. Конкретно над собой самим и аналитическая работа в целом команды. Ну, я в последнее время, я условно много именно аналитической работы провожу в доте. То есть я играю определенный кап пабликов, которые мы должны играть, ну, по договоренностям внутри. Даже не смотришь на угод, ну, просто, типа, хочется форму иметь. Но именно большую часть, по крайней мере, которую я стараюсь проводить, это аналитическая работа в плане того, какие действия помогут мне реализовать те 3 ступени в правильном, ну, которые я называл до этого. Да. Да, те тезисы, которые я называл именно в доте самой. То есть ты играешь паблик, ну, паблики на самом деле, если говорить по факту, это полурандом. Но даже там ты можешь стараться все это делать. То есть ты можешь разговаривать, коммуницировать с командой и это придумывать. Ну и видеть какие-то идеи. Да, и там уже какие-то фишки ты можешь даже тестировать. Ну вот, в принципе, это то, по крайней мере, чем я сейчас стараюсь заниматься. Как Новый год хочешь провести? Ты сказал, что да, играть в доту. Да, Новый год, я думаю, где-то на 2-3 дня, ну, мы будем отвечать Новый год, я, Данек, Ильяс в Питере. Возможно, к нам еще Ямич присоединится. Сразу, я думаю, вернусь в Москву, и потом уже, ну, буду играть там, потом уже вернусь в Питер на буткемп. На буткемп. Ну да, у нас сборы на буткемп. 3 числа, насколько я помню. Дим, спасибо тебе. Давай еще пройдемся по вопросам из носка от наших болельщиков. Спрашивает Ренат Коробкин. По настроению в команде после последних результатов нет ли тильта у игроков? Ну, определенные игроки на самом деле чувствуют сильную обиду в душе, по крайней мере, за результаты, но мне кажется, что для этих же людей это тот, так сказать, удар, который показывает тебе, что надо двигаться дальше с более серьезными силами. Да, так что такое, в принципе, сейчас настроение. Давайте дальше. Спрашивает Андрей Чернышов. Лазарь говорил, что нужно долго работать, и ребята это понимают. Что произошло? Это он про прошлый состав, наверное, говорит? Мне кажется, это в целом. Мне просто кажется, что долго работать, а он условно сейчас только типа месяц работы произошел. Поэтому что произошло? Он, наверное, про старый нас спрашивает. Наверное, про старый. Да. Ну, по поводу того, что произошло, как я уже сказал, мы с ребятами остались в абсолютно нормальных отношениях. Просто некоторые игроки, они видят больше своих перспектив в карьере при игре за границей. У ребят, да, если мы говорим про Егора, про Сейва, у них довольно простая философия. Они отдают всю свою жизнь в игре и в самой игре. То есть есть много примеров, я их там тоже рассказывал. Ну, не в этом видео, но мы знаем. Даже в прошлом году я приезжал тоже, 30 или 31 числа на буткемп. Там был Сейф и Егор. Их спросили, что вы будете делать? Они говорят, да мы будем играть в доту, нам надо тренироваться, готовиться к следующему сезону. И для них как бы единственная цель играть в доту — это победить. Поэтому их логика и философия следующая. Я хочу играть в той команде, в коллективе, которая приблизит меня к цели победы. И здесь это не вопрос, чтобы просто сидеть, как-то играть, что-то выигрывать. Это единственная цель — победить. Если они ее видят, и, там, видят эту возможность в коллективе ком-то другом, они выбирают этот путь. В нем нет ничего плохого, то есть это их личное решение, сколько они жертвуют в игре, поэтому, как бы, опять же, как я и Дима говорил ранее, от нас только поддержка, мы ребят уважаем, с ними прошли большой путь. Посмотрим, как будет все складываться дальше, но от этого наша мотивация поддержать их меньше не становится. Дим, Да, давай к ребятам вопрос. отлично относимся.
Так. Спрашивает Базилик Картошкин. Какое настроение в преддверии Нового года? Если он спрашивает лично у меня, то, как сказать, задумчиво, я бы сказал. Ты снял с языка, потому что у меня такая же мысль была. Да, если говорить искренне, много просто даже мыслей. Конкретно те, которые, по крайней мере, на которые я могу влиять, и о которых я, в принципе, думаю, это о том, как раз-таки, как оптимизировать те идеи, которые я хочу воплощать в игре, которые должны быть воплощены. Потому что не всегда получается. Вот. Это, кстати, хороший вопрос. Так. Сергей Сафронов спрашивает. Какие цели ставите перед собой в сезоне и какие проблемы всплывают по ходу вашего путешествия? Отличный, кстати, вопрос. В сезоне мы ставим цели, именно если мы смотрим весь сезон от текущего момента до, допустим, пройдя 3 мажора и инта, то, очевидно, цель — это попасть на инт, не просто попасть, а выступить хорошо и превзойти прошлый результат. Всеми силами стараемся к этому идти. По поводу проблем, которые сейчас всплыли, как я уже сказал, или я не сказал, мы думали, что, мы как команда, так или иначе, некоторые люди думали, что все может быть само собой. То есть, по сути, игра на автопилоте, на скилле, но это невозможно в текущей доте, тем более, когда у нас просто, на самом деле, сильно новый состав и определенные ключевые личности изменились. Поэтому проблема недоработки, наверное, я бы назвал. И, очевидно, решение ее — это работать усерднее всем вместе. И мы это обсуждаем, мне кажется, у нас несколько дней звонки из команды, вы много с Толей, с Ваней общаетесь. Там для болельщиков, там общее тоже понимание того, как я смотрю на эту историю, как в целом организация на нее смотрит. Победа и поражение — это часть любого спорта. То есть нельзя выигрывать все подряд. Если можно, это, наверное, супер идеальный вариант. Но если мы смотрим на цикл новой команды к главному турниру, это чемпионат мира, это The International, то надо смотреть на 2 фактора. Твой реальный результат и второе, какая у тебя динамика в тренировочном процессе. Как меняется индивидуальный уровень игры, дота понимание, развивается химия. Если ты стагнируешь там, то результат это производное от того, что ты сделал, натренировался или нет. Как ты будешь ждать результаты, если ты в каких-то вещах стагнируешь? Поэтому если условно мы будем проигрывать, но мы будем видеть, что с каждой игрой мы становимся лучше, 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 это хорошая динамика. Если этой динамики нет в тренировках, то и результат мы не получим. Разве что наш соперник сделает абсолютную чушь. Но если мы говорим, там прессинга. Игра сводится к рандому. Да, это будет просто действительно рандом. И опять же, есть много историй, когда команда в течение сезона может быть не всегда в топе, но потом она делает феноменальные вещи. Есть наоборот. То есть мы знаем пример LGD. Господи, мне кажется, каждый год, когда болельщики Китая смотрят весь сезон, они говорят, все, в этом году 100% это наш International. И в этом году тоже у меня в голове, я не буду скрывать, тоже для меня были фавориты. То есть я открываю любую статистику, LGD должны выиграть. Они не выигрывают, и у тебя ломается парадигма, что ты должен сделать еще иначе. Ты уже тир-1 в течение года, ты стабильная команда в течение многих лет, ты уже должен победить, это не происходит, потому что на инте это, наверное, какое-то отдельное дота реальность. Это определенное давление, мне кажется, на них было на инте. Давление, ожидание, да, то есть если ты заходишь, у тебя нет давления, ты на расслабоне, когда ты заходишь, и каждая твоя история, ошибки превратится в потенциальный хейт, и Леша Руфаер про это говорил, это же та же история про синдром школьника. А вдруг ты ошибишься, тебе сейчас надают по рукам, может где-то сыграть безопасно, может быть не рисковать. А потом это единственный результат, победа или поражение. Поэтому этот сезон краткосрочно, а это может быть история в неделю, ты можешь видеть динамику того, что делает игрок в течение недели. Сколько он пабов наиграл, сколько вещей он предложил тренеру, как он что обсудил. То есть тут не надо смотреть на месяца, чтобы понять, что происходит или нет. Если этого не происходит, но тогда это действительно проблема, и ты уже начинаешь думать, сознание человека может поменяться вместе с действиями, если нет, тогда надо менять человека. Такая реальность. Больше в этом мире не изобрели инструментариев. Немножко долгий ответ, но это большой вопрос. Давай следующий вопрос из носка. Кстати, по поводу инта и так далее, на самом деле во многом
показательная философия Spirit, в том плане, что они вот, когда приехали на Инт, они просто вот приехали поиграть в доту хорошо, знаете? Хорошо провести время. мне кажется, ну, то есть, Отчасти и мы тоже были в таком плане философии, но тем не менее чувствовалось, что определенные игроки, вот они безумно заботятся о результате. Это хорошо, когда тебе важен результат, это просто отлично, но это на Инте именно создает определенный прешер, потому что турнир 17 миллионов долларов. И вот даже вот, если мы говорим про финал, ну, ЛГД, они для всех были фаворитами, все уважали эту команду, и все, думаю, до сих пор уважают. Там очень сильные игроки, хорошее понимание доты. И вот они встречаются в финале, допустим, там не с секретами, не там с какой-то китайской командой, а с относительно андердогами турнира. И как будто бы на них просто вот безумный прешер, при этом Spirit играют, ну, они просто получают удовольствие от игры. просто Они здесь- не думают о победе, Да. на победе, о том, что это игра за жизнь, они просто получают удовольствие от игры. Ну, я так где-то читал на каком-то интервью одного из игроков, не помню кого, по-моему, Мира это сказал. И вот, как бы, вот и результат. Когда они просто играют доту и думают о вещах, которые они должны делать доты, но при этом не о победе, не о том, что это типа турнир за их жизнь. Потому что в LGD я уверен, Для ЛГД что- это все-таки, я думаю, был турнир за их жизнь. Да, то отчасти. есть если бы они играли с секретами, то есть они открывают там DPC-таблицу, либо людей, Ну которые да, да, отыграли на мажоре. Окей, этим мы можем еще проиграть, да? А здесь тебе кажется, ну, нет, ну, они сильные, но мы были все время сильнее, и ты проигрываешь одну карту, и у тебя Потом уже вторая немного, еще да, была. сознание ломается, вдруг у тебя не получится. Ну вот. Так что вот это как бы тот самое давление Инта, о котором многие говорят. Какие планы на дальнейшую игру и будете собирать TI-11? Ну, на самом деле, отчасти на похожий вопрос я уже отвечал. План дальнейшей игры — это стать сильной командой к Инту. А уже насколько сильным мы станем к Инту и пойдем ли на него, это зависит только от нас. И мы должны смотреть по очереди. Лично я не Оракул. И даже не Шаман. Согласен. Поэтому надо просто сделать в своих силах, что ты можешь, чтобы тебе потом было не жаль за то, что ты мог бы сделать. Лучше Это- сделать, чем жалеть, что не сделал. Ну да, если ты выложишься, по крайней мере, твое внутреннее ощущение, тебе будет спокойнее. Да, знаешь, если ты ты сделаешь все, отработал. что мог. Дима, спасибо тебе. С наступающим Новым И годом. вас. И у нас предстоит много работы.